Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 года номер 146. Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров. Уступка банкам лицу, не обладающему статусом кредитной организации, неисполненного в срок требования по кредитному договору с заемщиком-гражданином, не противоречит закону и не требует согласия заемщика. Кредитная организация была привлечена органом Роспотребнадзора к административной ответственности за нарушение прав потребителей, часть 1 статьи 14.8 КАП РФ, выразившаяся в доведении до потребителей недостоверной информации, касающейся возможности уступки банкам права требования просроченной задолженности по кредитному договору третьим лицам без согласия должника. Данная информация была включена банком в типовые условия предоставления и обслуживания кредита и в текст типового заявления о предоставлении кредита. По мнению органа Роспотребнадзора, указанная информация не соответствует положениям пункта 2 статьи 388 ГК РФ, так как уступка права требования без согласия должника в договоре потребительного кредитования невозможна, поскольку личность кредитора имеет существенное значение для должника. Кредитная организация обратилась в суд с заявлением о признании постановления органа Роспотребнадзора недействительным. Суд первой инстанции в удовлетворении требования отказал, поддержав доводы органа Роспотребнадзора. Кроме того, суд в решении отметил, что уступка требований по кредитному договору может привести к тому, что право требования к заемщику-гражданину будет передано третьим лицам, не являющимся кредитными организациями. В силу же пункта 1 статьи 819 ГК РФ денежные средства в кредит может предоставить только банк или иная кредитная организация, имеющая соответствующую лицензию. Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменил, исключив из его мотивировочной части довод о том, что уступка требования по кредитному договору противоречит пункту 1 статьи 819 ГК РФ, и указав, что этот довод является ошибочным и противоречит сложившейся судебной практике. В остальной части решения суда было оставлено без изменения. Суд кассационной инстанции по кассационной жалобе кредитной организации решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил и признал постановление органа Роспотребнадзора недействительным. Суд указал, что требование возврата кредита, выданного физическому лицу по кредитному договору, не относится к числу требований, неразрывно связанных с личностью кредитора. Согласно статье 382 ГК РФ, для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором. При этом в законодательстве Российской Федерации отсутствует норма, которая бы устанавливала необходимость получения согласия заемщика-гражданина на уступку кредитной организации требований, вытекающих из кредитного договора. При уступке требования по возврату кредита, в том числе и тогда, когда цессионарий не обладает статусом кредитной организации, условия кредитного договора, заключенного с гражданином, не изменяются, его положение при этом не ухудшается. Статьи 384 и 386 ГК РФ. Гарантии, предоставленные гражданину-заемщику законодательством о защите прав потребителей, сохраняются. Суд кассационной инстанции также указал, что уступка требований, вытекающих из кредитного договора, не нарушает нормативных положений о банковской тайне, статья 26 Закона о банках, так как в соответствии с частью 7 данной статьи цессионарий, его должностные лица и работники обязаны хранить ставшую им известной информацию, составляющую банковскую тайну, и эти лица несут установленную законом ответственность за ее разглашение, в том числе и в виде обязанности возместить заемщику причиненный разглашением банковской тайны ущерб. В связи с изложенным суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что в действиях кредитной организации отсутствует объективная сторона административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.8 КАП РФ.